Не спрашивайте. Сейчас все объясню. Привет! Меня зовут Алена, а мой канал 100 дней русского языка. Только канал так не зовут, он так называется. У канала нет имени, зато есть название. И да, мы сегодня вдвоем. Нас двое, мы вдвоем. Если бы нас было 15, мы бы были в 15-ром. А если бы нас было 33, в 33-м, нас сегодня много. Кстати, к видео добавлены субтитры – английские, польские и русские. Однако все-таки я рекомендую начинать просмотр видео без субтитров и пытаться понять на слух. Потом можно смотреть еще с субтитрами и проверять, все ли вы поняли. Сегодня 17 апреля. В этом выпуске я расскажу вам, что происходило в этот день в истории России. Что происходило? Что случилось? Что делалось? Что было в этот день? Почему борода? Борода, борода, ой, бородушка. Наверное, пора ввести вас в курс дела. Ввести в курс дела значит коротко рассказать, о чем пойдет речь. Быть в курсе – быть проинформированным. А ввести – вводить можно что-то куда-то. Например, текст в таблицу. В 1722 году, ровно 298 лет назад, Петр I, которому мы все благодарны за Санкт-Петербург, вводит налог в размере 50 рублей на, внимание, ношение бороды. Налог – это платеж, это деньги, которые вы периодически платите государству. Существует, например, транспортный налог или налог на автомобиль, налог на недвижимость, на квартиру, дом и так далее. А знаете, почему Петр I ввел этот налог? По одной из версий, его собственная борода расти не желала. Эта идея пришла Петру Первому в голову после поездки в Европу, еще в конце 17 века. Пришла в голову. Так говорится о мыслях, о идеях. Мысль пришла в голову, значит, возникла, появилась. Итак, почти 300 лет назад Петр I ввел налог на ношение бороды. Конечно, его отменили через полвека при Екатерине II. Я знаю одного российского писателя, у которого борода точно хорошо росла. Вот раньше мужики на Руси часто бороды носили усы, а граф Лев Николаевич Толстой ведь тоже в сильную ходил бородой. У Льва Николаевича Толстого, который ровно 143 года назад закончил писать роман «Анна Каренина». Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, какую была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. По мотивам этого романа сняли, это слово уже было в предыдущем видео, сняли фильм с Кирой Найтли в главной роли.
1968 году в эфир вышла телевизионная программа «В мире животных». Как из дома можно выйти на улицу, так и программа из маленькой студии выходит в эфир. Практически каждый русский скажет вам, откуда эта мелодия. Пришло время сказать вам что-то важное, признаться. В прошлом видео я была так воодушевлена новым проектом, что допустила ошибку в своей речи. Смотрите. Взять себя в руки значит собраться, увидеть перед собой цель и начать действовать, чтобы эту цель достичь. Нельзя достичь цель. Достичь можно чего? Цели. Родительный падеж. А значит, правильно будет начать действовать, чтобы этой цели достичь. Звучит как-то не по-русски. Зато правильно. Хватит на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте мое видео, делайте репосты. С вами была Алена. Пока! Пока! На Евровидении я не собираюсь. Да его и не будет в этом году. Борода, борода, ой, бородушка, ты лелеешь ее и хали.